Как там бывшая поживает? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И опережая ваши вопросы, может быть, некоторых, да, вот я вам поясню сразу, для чего я иногда делаю вот расклады о бывших. Ни в коем случае не для того, чтобы бередить ваши раны, душу, да. Я это делаю для того, чтобы кто-то из вас, наконец, может быть, открыл глаза. Особенно те, кто до сих пор лелеет надежду, чтобы вернуться, да, чтобы вы поняли, с кем вы жили, да, кого вы любили. То есть мы будем периодически разбирать, может быть, по крупицам, да, вот что это за человечек. И я думаю, те из вас, кто захочет, может быть, поменять свое мнение по поводу бывшей, вы будете только в плюсе, да, особенно те, кто живут и дышат до сих пор ею. Итак, погнали. Смотрим, мальчишки, сигнификацию. Я надеюсь, вы за мной соскучились. Напишите в комментариях, кто соскучился. Не забываем, конечно же, записываться на личные расклады. Телефон под видео. Кому нужна диагностика, также телефончик тот же самый. Итак, погнали. В каких энергиях вы находитесь? Вау, и вы снова в очередной раз выпадаете императором, на император с разбитым сердцем. Боже, ну как сегодня вообще карты говорят? Это вообще просто. Посмотрите четенько, да, вот карта за картой. Вот можно даже, вот смотрите, изучать Таро. Вы сильный мужчина, да, мужчина, который был в браке, либо в серьезных отношениях, которому разбили сердце, скорее всего, это предательство. Разбило сердце женщина, которую вы любили. И, возможно, у вас лялечка была с ней, ну, может быть, планировали. Вот четко, да, это если коротко, но настолько сегодня, смотрите, вы человек, который, в общем-то, довольно серьезный. Вы рассудительный, вы человек, который очень даже логичный. Можете выстраивать какие-то логичные цепочки, и это, в общем-то, довольно неплохо. То есть таких спонтанных каких-то действий вы не совершаете. Вы если любите, то вы любите. Если вы приняли решение, то это все, это не обсуждается. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Вы человек, который терпеть не может подхалимства, какого-то лицемерия, да. Понятное дело, что каждый в жизни может где-то что-то приукрасить, приврать, но вы, если это делаете, то это исключительно в редких случаях, и скорее это будет больше, ну, по работе, какие-то житейские дела, да. Можете где-то умолчать, где-то что-то приукрасить, но это во благо. Вот я остановлюсь немножечко на этом моменте, да, поскольку, если кто не знает, то я психолог. Смотрите, вот вы, я думаю, все слышали, что есть такое выражение, ну, либо же мнение такое, что все люди обманывают. Но ложь есть двух видов. Это белая ложь и черная ложь. Белая ложь – это ложь во благо еще называют. Ну, чтобы вы поняли, к примеру, такой самый-самый простой пример, да, очень такой доходчивый. Ну, допустим, человек серьезно болен, да, вот человек, ну, вы знаете, что там ужасная болезнь, да, не дай бог, конечно, ну, так, возьмем гипотетически общий какой-то такой человечек, непонятно чей это, да, ничей не родственник. Вы знаете, что человек при смерти, вы знаете, что все, дни сочтены. Но вы будете ему до последнего вздоха говорить, что будет все классно, у тебя все получится, ты выздоровеешь, да? Хотя вы знаете, что ему, может быть, месяц остался. Это будет белая ложь. Понимаете, о чем я? И таких ситуаций может быть очень много. Поэтому вы сторонник вот белой лжи, да, если можно так сказать. Белого обмана, белой неправды, назовем это так.
А черная ложь — это когда человек специально обманывает, вот зная, что врет, зная, что поступает плохо, и все равно будет выкручиваться, врать. Это все негативная, черная ложь. Ну, вы такой позитивчик, да? Даже обманываете, но как-то вот позитивно. Обманывайте редко, еще раз говорю, а то подумайте, что я там наговариваю на вас. Нет, ребят, вы же у меня белые и пушистые, ну, конечно же. В рамочку на вас и молиться. Ладно, пошутили и погнали дальше. Вы семейный человек, у вас, возможно, даже ваши вот родители, либо в вашем роду семейном, да, ваше семейное древо такое большое-большое, то вам привили, может быть, даже с детства вот эти самые семейные традиции, какие-то правила, да, что там, ну, у каждого они свои. Кто-то за столом собирается по праздникам, кто-то по выходным ходит, кто-то там еще какие-то ритуалы, вот эти все традиции, да. Ну, то есть вы человек, который очень сильно ценит семью и все, что с ней связано. Поэтому отсюда и вытекает, что, опять же, возможно, вас даже воспитали таким, что ну, если одна женщина, то она одна. Я не вижу склонности к изменам. Понятно, что это общий расклад, но, скажем так, большинство из вас не сторонники измены. Вы, если женщину любите, другие для вас не существуют. И как раз давайте под шумок сделаем опрос, который я очень люблю. Напишите, все пишите, мальчишки, не стесняйтесь. Вы вот изменяли когда-нибудь своей женщине? Вот давайте по-честному. В принципе, об этом уже никто не узнает. Просто я хочу посмотреть, вот кого больше, да, вот те, которые все-таки ходили налево, будучи в браке, да, либо в серьезных отношениях, либо же, которые держались до последнего. Пишите все, ребят, и я вас постоянно прошу, по максимуму проявляйте активность. Это не только мне приятно, да, это даже не обсуждается, это само собой. Большое вам спасибо. Но вы знаете, чем больше вашей активности, тем больше продвигается канал. Поэтому пишите, пишите, давайте, чем больше, тем лучше. Поэтому вот семья – это для вас реально это святое. Все, что связано вот с семьей, семейными посиделками. Вы ведь раньше немножко по-другому рассуждали, да? Потому что, может быть, молодость была, да? Кто-то, ну так, нарушал эти традиции, да? Кто-то не до конца придерживаться. Сейчас можете жалеть. Чем старше вы становитесь, тем больше вы цените семью и близких людей. Вот как будто внутри у вас произошла трансформация. Как будто вы поняли, что да, вот самые близкие люди – это люди по крови, да, это родные. Вы человек, который очень ценит эмоции, чувства, особенно когда они взаимные. Вы сами очень чувственный человек. Вы можете быть даже до такой степени чувственный, даже чувствительный. Ну, к примеру, да, вот такую интимную подробность, может быть, я о ком-то из вас открою. Вот когда к вам прикасается любимая женщина, ну, просто прикасается. Это может быть просто там за руку она вас взяла, либо там по спине провела. Хотя, в принципе, это одна из эрогенных зон спина. Но мы не будем про спину. Хорошо, пусть будет рука. То, в принципе, даже от этого легкого прикосновения у вас может быть дрожь, мурашки по телу. Ну так, бодрячок, адреналинчик, бобик шевелится. Ну, то есть, такой вы очень-очень чувствительный. У кого-то может быть даже вы... ходячая эрогенная зона. Напишите, ребят, у кого это проигрывается. Ну, мы же не можем, чтобы не шалить, да? Ну, я тоже шалунья, в принципе. Я думаю, вы это видите по раскладам, да? Кто-то из вас, не помню, написал в комментариях, мне понравилось, как же написали... Драматическая комедия, да, назвали мои сериалы, говорю, мои видео, да, вот усаживаюсь смотреть очередную серию драматической комедии, да, вроде бы серьезные темы, но просто, ну не хочется мне как-то по-серьезному.
Помимо того, что я сама такой человечек, я вообще люблю пошутить, поприкалываться, подурачиться, хоть я уже, в общем-то, и большая девочка. Но юмор это наше все. Поэтому вот мне хочется в легкой такой форме вам преподносить расклады. И судя по вашим откликам, вам это нравится. За что вам большое спасибо. Итак, мальчишки. То есть, смотрите, вы семейно ориентированы, да, если коротко, и вы либо же сейчас находитесь в поисках женщины, которая станет вашей новой спутницей жизни, да, либо же у кого-то, кстати, может проиграться, вы сейчас живете с предательницей. Такое тоже может быть, поскольку общий расклад. Ну, давайте-ка теперь ближе к делу, ближе к телу. Как же там бывшая поживает, да? Мы не будем бередить раны. Ребят, бывшая это перевернутая страница. Мы сейчас просто... Даже может быть, кстати, будет этот расклад полезен тем, что кто-то из вас успокоится. Даже, может быть, немножко позлорадствуете. Вот бумеранг там, допустим, если у нее будет, там, и какая она такая вся бедная, несчастная. Но мы сейчас посмотрим. Ну, в общем-то, да, к нам пришла женщина, с которой вот у нас башенка выпала. Что-то я сегодня вообще смотрю, я вам уже параллельно, да, и шутки, прибаутки, и расклады, и параллельно пытаюсь уже Таро вас учить. Кстати, может быть, мне вам курсы Таро еще преподавать, да, может быть, как-то видео разнообразить еще. Это женщина однозначно, с которой вы либо же не общаетесь, либо не хотите общаться, но по какой-то причине вынуждены. Да, это может быть, это причина, да, назовем это так, это либо же какие-то недорешенные дела, либо же это, конечно, дети. Ну, в большинстве случаев это дети, да, вот если вам нужно пообщаться с ребенком, ну, тут хочешь, не хочешь, а с бывшей нужно как-то там договариваться, насколько взять, как, что, к чему, да, но вы это все прекрасно понимаете. Это женщина, которая... В общем-то, когда-то была настолько вам дорога, настолько вы ее любили и кружили, настолько сильно она ответила вам черной неблагодарностью. Это женщина, которая смогла вас укротить, может быть, даже единственная в вашей жизни, ну, у кого-то, может быть, и не единственная, да, общий расклад все-таки. Она смогла вас укротить, потому что, ну, император... А вы у нас выпали в начале, да, императором. Император не может быть каким-то тюфяком, либо тряпкой слабохарактерным. Нет, это не про императора. Но вот она смогла укротить вас. Вот вы же у меня императоры, мальчишки. Поэтому не вешать нос, императоры. Она смогла настолько найти к вам подход, она видела, что вы ее любите, поэтому вот она нажимала на вот эти вот все ваши кнопочки, да, она знала, как вам подойти, подлезть, что вам сказать, чтобы своего добиться. Ну, в общем-то, вы это все прекрасно знаете и понимаете. Я не скажу, что она совсем уж прям такой гнилой человечек. Ее избаловали, ее избаловали. То, что она, смотрите, она у нас выпадает пентакливой дамочкой, да? То есть дамой, которая любит деньги, финансы, все материальное, подарки. Опять же, здесь и вы ее избаловали, ребят, и ее, возможно, даже с детства, может быть, родители баловали, там бабушка, дедушка, родственники. То есть ее как будто вот кружили с детства, а вы просто еще добавили, да? Но я это говорю абсолютно не в упрек, потому что, ну, вы любили как могли, естественно, если ты любишь человека, ты готов, я не знаю, там последнюю копеечку отдать, только бы она улыбалась и только бы она была счастлива. Но вот вы как-то все вместе ее избаловали, вот у нас даже на дне колоды, да, вот деньги, 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 это то, что у нее в голове. То, что и ее, и ваша жизнь поменялась кардинально, это 100%. Как она поживает? У нее нет стабильности в жизни. У нее как-то вот качелеобразно. То хорошо, то плохо, то никак. То, что у нее трансформация произошла, и крутейшая трансформация. Боже, как она любит деньги, слушайте. Ну это трэш просто. А вы знаете, что она даже ритуалы какие-то делала,
Либо же сама, либо к каким-то колдунам, может быть, ходила, вот чтобы привлечь финансовое благополучие. Напишите, ребят, если кто это знает. Вот ей так хочется быть безумно богатой, ей так хочется, ей всегда хотелось. Но вот как я не тасую, везде пентакли, везде пентакли. Но как-то ей это не помогает, ни магия не помогает, ни богатые вот эти жезлики, по которым она периодически прыгает, жезлики, козлики, я не знаю, как их называть. У нее жизнь не мед, ребят. Вот смотрите. Особенно те, кто мечтают до сих пор ее вернуть. Жизнь не мед. Она, в общем-то, не поменялась. Да, ей хреново. Смотрите. Она у нас идет вообще такая одиночница, да, ну в каком смысле? Может проигрываться, что да, у нее есть какой-то временный мужчина, но она с ним чувствует себя одиноко, потому что она связывается с людьми исключительно ради какой-то выгоды, ради денег. У кого-то может проиграться, что реально она вот себя вообще одинокой в этом мире чувствует, да? Это женщина, которая живет исключительно какими-то надеждами. Она постоянно мечтает. И, как правило, эти мечты ее связаны с деньгами, с материальным, с какой-то выгодой. Но в большинстве случаев я не вижу возле нее серьезного, стабильного мужчину. Какие-то одноразовые жезлы я не вижу. Может быть, потому даже и выпадает вот у нас отшельник, да, вот она себя чувствует вообще никому не нужной. Ну, толку, ну, попрыгала она на этих жезлах, как на батуте, ну и что дальше? Ума это не добавит, финансов не добавит. Ну, поматросят и бросят ее. Смотрите, ребят, у кого из вас может проиграться, да, что вы скажете, вот она с кем-то живет, она вышла замуж. У вас точно такая ситуация будет. Если она даже, опять же, поскольку это общий расклад, если она даже и выскочила замуж, это исключительно ради выгоды, и в этих отношениях она чувствует себя все равно одиноко. Да, она может там купаться в шоколаде, она может ездить на курорт, она может все что угодно делать, но она чувствует себя одинокой. Понимаете? Причем даже я вам скажу, что со временем вот эти вот какие-то, если и будут у нее, у кого, ну, если вы знаете, допустим, что она там с кем-то живет, если вы знаете, что мужчина обеспечен, опять же, именно об этих женщинах сейчас говорю, то со временем она немножечко начнет все-таки набираться ума, и она начнет понимать, что все-таки не в деньгах счастье, не в подарках, а нужны какие-то элементарные человеческие такие душевные, да, вот состыковки с партнером. Ни на каких подарках, ни на суперском кексе, да, какой бы он бурный, страстный не был, но никогда не уедешь далеко. Только когда соприкосновение душ, когда вы, ну, родные души, да, вот тогда это по-настоящему крепкий и счастливый союз. В принципе, да, кекс стоит на втором месте, хоть он очень важен. Но на первом месте это душа. Напишите, кто со мной согласен или же не согласен. Можете поспорить. Далее, что еще я хотела бы о ней сказать. Кстати, у кого-то из вас, из ваших бывших, вернее, да, мы сейчас же об этих дамочках разговариваем, может кто-то даже пуститься во все тяжкие, начинать обниматься с рюмочкой чая, вот именно из-за одиночества. Посмотрите, очень четенько вот показано, опять же, сегодня такой говорящий расклад, но это просто трындец. Смотрите, ей так плохо и так одиноко, потому что нет человечка, который, вот посмотрите, я вот даже вам поближе покажу, да, вот, ну я спонсор, называю эту карту карта спонсора, который принесет ей вот в клювике денежку, подарочек, да, ей так этого хочется, ей так хреновенько. Поэтому из-за недостатка финансов, из-за недостатка любви, из-за тотального одиночества, это и одиночество в толпе, и одиночество вдвоем, она начинает заглядывать в рюмочку чая, либо же вот в ближайшее время начнет заглядывать. Она не видит выхода. Она понимает, что она сама разрушила свою жизнь. Да, вот она жила в шоколаде, в общем-то. Да, у каждого, конечно, это свой шоколад. Понятно, что у каждого из вас свои доходы.
Но как умели, так любили и кружили, правда? Не обязательно быть миллионером, чтобы показывать женщине свою любовь, да? И вы как могли старались. Вы делали все, что вы могли. Но только сейчас вот она начинает прозревать. И ой, как ей в душе хреново. Как же ей хочется, чтобы все поменялось. Но с другой стороны, она ведь далеко не глупая женщина. Хоть и любительница там и по жезлам попрыгать, да, и почудить, и характер у нее, ну, не такой простой характер, да, как хотелось бы. Но она понимает, да, поскольку далеко не глупа, что она сама накосячила, сама разрушила и свою жизнь, и вашу жизнь. И в то же время она понимает, что все, назад дороги нет. Она понимает, что никто ее не простит, никто ее не примет. Даже у кого-то, кстати, из вас, может быть, проигрывалась такая ситуация, что она пыталась, вот был период, может быть, момент какой-то, она пыталась с вами как-то выйти на контакт после развода, да, может быть, в гости приглашала, может быть, там очередные сказочки рассказывала, что там и какая-то помощь нужна, там, либо же еще что-то дома отремонтировать, ну, в общем, все что угодно можно придумать. Так вот, это было такое маленькое прощупывание, как вы поведетесь, не поведетесь, да, вот можно с вами мириться, нельзя. Напишите, ребят, у кого такое было. Ну вот если резюмировать, да, вот я вам скажу, что эта женщина, в принципе, она осталась глубоко несчастной. Ей хотелось поймать золотые горы, ей хотелось, чтобы ее любили, кружили до конца жизни, но пока я такого не вижу, и на перспективу тоже. Наверное, все-таки она понимает, да, что вы были единственный мужчина, который больше всех любил ее в жизни, да, вот она именно вас выделяет, что больше вас, ну, никто ее не любил и не кружил. Грустно как-то, печально, но, тем не менее, за что боролась, на то и напоролась. Поэтому, ребят, смотрите, тут может еще какая беда, но я не знаю, как это назвать, беда, не беда, проиграться, что если у кого-то из вас, да, из ваших бывших, так сказать, будут, ну, все больше проявляться наклонности к рюмочке, тут очень сильно у нее пострадает здоровье. Она еще расплатится и здоровьем, если она будет, ну, все больше и больше этим делом злоупотреблять. Поэтому, в принципе, если вы общаетесь, вы можете как-то намекнуть ей, да, хотя, в принципе, ну, даже, может быть, и не стоит, нет. Я думаю, она никого слушать не будет. Это такая маленькая ее отдушина, это ее крик души. Вот рюмочка – это единственное, наверное, что у нее останется. Когда-то она обнималась с вами, а теперь пусть обнимается с рюмкой. Больше она ничего более достойного и не заслуживает. Мужчины будут пользовать, мужчины будут от нее вытирать ноги. Ну, у кого-то из вас проиграется, что, ну, она реально станет, ну, падшей женщиной, да? У кого-то сопьется, у кого-то сгуляется, да, у кого-то два в одном. Ну, счастья здесь нет. Поэтому, мои дорогие мальчишки, особенно те, кто хотят все-таки вернуть ее, подумайте, нужна ли вам женщина, которая не любит никого и ничего, кроме денег? Вот подумайте. Ну и, конечно же, сейчас, кто досмотрел до конца, посмотрим совет карт. Так, что же нам посоветуют карты, да? Вернее, не нам, а вам. Ух ты! Смотрите, вам советуют, чтобы вы немножечко оглянулись и посмотрели свое окружение, потому что женщина, с которой вы можете быть в теплых, близких, любовных отношениях, в серьезных, я имею в виду, не романчик, она находится рядом. У вас есть тайная поклонница. Оглянитесь. Счастье уже близко. Чего я вам всеми желаю. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями. И всем пока!